Привет! А в этом видео я расскажу вам и покажу подробно, как сделать откатные ворота своими руками, при этом выйдут они вам в 3 раза дешевле, чем если вы будете покупать уже готовое. Мои ворота уже изготовлены и установлены, и как видите работают отлично, а после просмотра этого видео и вы также быстро и легко соберете себе откатные ворота. А чтобы их собирать было намного легче, я использовал вот такую инструкцию, которую мне бесплатно прислали с фурнитурой, а также мне прислали подробный чертеж под мой воротный проем. Если вам нужна такая же инструкция и чертеж, то я оставлю ссылочки в описании, перейдете на сайт и вам бесплатно все сделают. И вот собственно, придерживаясь указаниям по инструкции, а также точно выдерживая размеры, которые даны в чертеже, я собрал идеально ровные ворота под свой проем. И первое, с чего стоит начинать сборку ворот, это с покраски. Можно окрасить весь профиль, который предназначен для сварки ворот, а можно сделать как я, это ускорит процесс, покрасить только нижний Т-образный профиль, либо же если вы будете варить из обычного профиля, то красим профиль 60/40, и покрасить нужно будет всего лишь одну широкую сторону. А также красим верх направляющий. Это нужно сделать обязательно, так как потом, когда вы сварите эти два профиля прихватками, то уже покрасить внутри не получится, а со временем они могут поржаветь, и эта ржавчина может стать ощутимой головной болью. Но дальше в видео я покажу, как я еще загерметизировал шов между направляющей и Т-образным профилем, чтобы никакая ржавчина там не образовывалась и чтобы никакая влага туда не попадала. И достаточно перед сварочными работами окрасить просто грунтовкой. Следующий этап – это разметка профиля, так как при сварке ворот по чертежу нужно отрезать профиль как под 90 градусов, а также и под 45. Кстати, для тех, кому интересно, в конце видео расскажу, во сколько мне обошлись данные ворота, которые размером 4 на 2, и также сколько Т-образного профиля у меня на них ушло. Ну а теперь после разметки мы приступаем к нарезке профиля. Здесь нужно работать предельно аккуратно, чтобы в первую очередь все отрезать четко по размеру, а также чтобы не навредить себе. Работаем в перчатках, болгарку держим крепко и одеваем защитные очки, чтобы, не дай бог, в глаза не попала окалина, так как безопасность прежде всего. И также этот этап разметки и нарезки всех элементов наворота является одним из самых ответственных, так как чем точнее и ровнее вы нарежете, тем быстрее, легче и проще вам будет сварить ворота. Поэтому здесь спешка абсолютно не нужна. А Т-образный профиль был выбран неспроста, так как это еще упрощает и ускоряет как минимум в 2 раза сварочные работы. Представьте, сколько прихваток пришлось бы сделать на профиле 60/40 и 30/20, сваривая их вместе. А также все вот эти прихватки и места под ними со временем ржавеют. А посмотрите на Т-образный профиль, он сплошной, поэтому коррозии появляться негде. Поэтому такой Т-образный профиль намного выгоднее, чем покупать 2 профиля разных размеров, а потом их еще и сваривать. Кстати, ворота приняли решение собирать горизонтально, в отличие от того, как рекомендуется в инструкции и как большинство других блогеров в YouTube собирают. На наш взгляд, когда мы приступили к работе, это показалось намного удобнее и быстрее, и так оно и оказалось. Мы очень быстро выставили ворота, обварили их, и они получились идеальные, что вы сейчас и увидите. После того, как все было нарезано по размеру, пришло время собрать все детали в кучу. Мы сделали импровизированный стол из профиля 40/40, который перекрестно друг на друга мы уложили и выставили данный стол по уровню. Затем начали укладывать все профильные трубы на свое место. Вот видите, это нижняя труба, которую я прокрашивал, и вот все углы, как они стыкуются. Вам все наглядно показываю. И вот, собственно, вы видите этот импровизированный стол из 40-х профильных труб, которые вы видите. И вот так вставляются и подгоняются углы ворот строго по чертежу. Как видите, все идеально совпадает, но это пока только визуально. Мы все подогнали, выдержали размеры. Теперь проверяем уровень, все ли у нас нормально, потому что уровень должен быть идеальный. Если будет косина, то так они и приварятся, и затем у вас будут кривые ворота. А так, как вы можете видеть, все четко, идеально по уровню, и теперь можно приступать к сварке.
а именно к прихватке. И чтобы металл не повело и ворота не покрутило, делаем небольшие прихватки до полусантиметра и делаем их крест-накрест. Сначала прихвачиваем один угол, совсем чуть-чуть, не нужно сильно обваривать, и затем идем в противоположный угол. Да, перед этим мы уже проверили диагонали, все совпадает, и сейчас после того, как будут прихвачены все углы, чтобы уже профильная труба не съехала в сторону, мы снова проверяем диагонали. А делается это очень просто и при помощи обычной рулетки. Только рулетки должно вам хватать из одного угла в другой угол, в зависимости от того, какие у вас ворота. Вплотную во внутренний угол прикладываете один конец рулетки, а второй ваш помощник должен замерять длину до конца внутреннего угла. И если у вас все в порядке с диагоналями, а именно они одной и той же длины, то приступаем к полной обварке швов с одной стороны и с другой. Затем ворота нужно усилить, а именно вовнутрь вварить распорки из профильной трубы 30 на 20. На 4-метровые ворота достаточно, как в моем случае, приварить 2 распорки. Здесь также очень важна точность, так как в первую очередь это влияет на эстетический вид ворот, особенно внутренней части, где вы эти распорки будете видеть. А также если вырезать маленькую распорку, то при сваривании верхнюю и нижнюю часть ворот может стянуть. А если вырезать немножко длиннее, то вставляя ее между профилями, вы сделаете ваши ворота более выпуклыми. И это также будет некрасиво, но и также криво. И затем после полной обварки распорок нужно еще их между собой соединить поперечными распорками. Здесь все то же самое. Строго выдерживаем размеры и размещаем их четко по центру для красивого эстетического вида. Ну а теперь для жесткости конструкции на противовесной части нужно приварить укосину, которая не даст нижней направляющей сгинаться под своим весом. Здесь тоже нужно сделать все предельно точно, дабы эту заднюю часть ворот при сварке не повело. Поэтому строго выдерживайте размеры, приведенные в чертеже. Я здесь использовал профиль 40 на 40, дабы сэкономить на Т-образном профиле. И вот, собственно, каркас ворот готов. Как видите, я еще усилил вот такими небольшими поперечинами в начале и в конце ворот. Уже все сварочные швы зачищены, чтобы они имели эстетический вид после покраски. Здесь также вы можете видеть, все заглушено и заварено, так как профиль этот 40 на 40. И вот здесь еще вот такая одна распорка, которая не даст по центру изгибаться 40-му профилю. Вот так получился каркас очень жесткий, крепкий, который не будет изгибаться при откатывании ворот. На следующем этапе нужно приварить к нашей закладной на фундаменте направляющие ролики. Точнее сказать, не просто приварить, а еще выставить их по уровню. Но предварительно нужно поверхность тщательно подготовить. Если вы не смотрели видео о закладной, как я бетонировал, как правильно варил каркас под закладную, то в правом верхнем углу будет ссылочка. И я использовал там бэушный профиль. Он был ржавый, и поэтому я сначала его подготавливаю, чтобы сварка крепко схватилась, а также чтобы потом произвести качественную покраску. Так же, как и в начале видео я рассказывал про нижний профиль и направляющий, что их нужно предварительно перед сваркой прогрунтовать, то и здесь то же самое, так как сверху поставятся ролики и вы не прогрунтуете профиль, после сваривания уже подобраться под него не получится, и поэтому там может появляться коррозия, что со временем может ослабить жесткость конструкции. Поэтому желательно все предварительно загрунтовать перед началом сварочных работ. И вот, собственно, последний важный момент, это нужно выставить четко по плоскости и по уровню роликовые направляющие, чтобы ворота ровно откатывались. Но сразу приваривать их не нужно. Сначала ставим на прихватки. Таким образом, если что-то не так, мы сможем их отрегулировать. И, кстати, я заказывал хорошую фурнитуру, хорошие ролики. Они еще идут с регулировочной пластиной. Собственно, мы ее привариваем, а не сами ролики, так как потом уже отрегулировать ничего у вас не получится. Дальше в видео я вам все покажу. Здесь сейчас мы ловим
плоскость, чтобы ворота между столбами ровно отъезжали. И я выставил нижнюю направляющую по самому минимуму. А это легко сделать при помощи вот такой пластины, которая идет в наборе с фурнитурой. Я по максимуму прижал ее к столбу. Получилось у меня здесь 4 сантиметра. Я подкрутил на роликах. И вот видите, дальше здесь на кирпичах по уровню приблизительному я выставил здесь ролики. Таким образом у нас получилась направляющая уже в задвинутом виде, как будто бы уже ворота закрыты. Здесь тоже получилось 4 сантиметра, и здесь будет стоять вот такой улавливатель, в который они должны заехать, наши будущие ворота. И таким образом, на мой взгляд, выставлять намного проще, так как эта направляющая сама по себе весит намного меньше, чем сами ворота. И вот представьте, если бы мы варили вертикально, прихватывали сразу все ворота, все профиля к этому направляющему профилю и потом бы регулировали на пластинах, это было бы очень тяжело. А так мы сейчас уже выставили ролики, так как у нас был дальний прихвачен, теперь я и ближний придвинул, и мы его уже полностью фиксируем и обвариваем, так как все четко у нас получилось по уровню. Как я и говорил, обвариваем регулировочную пластину, на которую установлены сами ролики. А вот теперь все получается очень просто. Мы взяли, принесли ворота, установили их на направляющие, выставили ее четко по длине, чтобы направляющая не выглядывала ни сзади, ни спереди, и поставили ворота по центру, нижней направляющей, которая будет ездить по роликам. И также верхнюю часть ворот, чтобы они не падали влево и вправо, мы выставили по уровню и приварили в самом верху роликовую направляющую, которая шла вместе с фурнитурой. Все, а теперь обвариваем. Но нижнюю часть нельзя полностью обваривать, а ставим на прихватки. Где-то по полсантиметра сама прихватка, а расстояние между прихватками мы делали 60 сантиметров. И в шахматном порядке. Таким образом, сами ворота не поведет, и они будут как визуально ровные, а также будут ровно двигаться по нижним роликам. И вот до конца первого рабочего дня нам удалось собрать полностью каркас ворот, установить его на ролике и зафиксировать все по уровню. Ворота отлично открываются и закрываются. Никаких нареканий нет, все ездит плавно и главное по уровню. Вот собственно это вам сейчас я и продемонстрирую. Как видите, вертикальный уровень, все четко, и здесь выставляем горизонтальный уровень, так как ворота были ровно сварены по диагоналям. Все видите идеально. И помните, я говорил вам про регулировочные пластины. Вот они снизу, которые мы прихватывали. И посмотрите, нам удалось выставить так четко ворота, что мы даже ими не воспользовались. Вот те регулировочные болты, они здесь просто закручены. Как видите, примыкают пластины как слева, так и справа одинаково вплотную. И вторая пластина точно так же вся примыкает. Не было у нас никакой регулировки и все четко по уровню. Ну а если же вы вдруг промажете, не сможете выставить по уровню ровно закладную, которую бетонировать нужно, а также сами ворота, то при помощи вот таких регулировочных болтов на регулировочной пластине вы это с легкостью сделаете. Ну а затем на следующий день я прошел все герметиком, который предназначен для наружных работ, а также он еще выступает клеем. Просто пальцем промазал шов между направляющей и профилем, то что я говорил вам в видео. Теперь туда вода не попадет, а соответственно никакой ржавчины не будет. Если вы этого не сделаете, то можете знать точно, под прихватками ржавчина будет у вас вылазить со временем. А также проходил все швы на воротах, и где были какие-то неровности, либо раковины после сварки, тоже все промазал данным герметиком и затем окрасил. Ну теперь показываю конечный результат, а также по улавливателям немножко вам расскажу. Вы видели, что ворота только что как бы спали вниз. Это правильное выставление. Снизу идет вот такой вот ролик, который идет в комплекте. И видите, они должны наезжать ворота на улавливатель, чтобы ворота ветром не двигало, чтобы они не тарахтели и чтобы они не провисали. Они должны держаться между двух столбов. И также вверху верхний улавливатель, они должны нормально попадать, четко по роликам. Видите, все идеально. И также здесь верхняя направляющая на двух роликах. Все прокрашено было поверх хаммерайтом, тоже окрашивал валиком. Получилось идеально, как будто бы это покраска с пульверизатора.
И сейчас продемонстрирую, как все выглядит снаружи. Вы видите, что ворота идеально ровно смотрятся. Они полностью закрываются двумя столбами, левым и правым. Нет никаких щелей и зазоров. Все благодаря тому, что я выставлял по минимуму зазоры, как я вам это и рассказывал. И все обшито профнастилом. И вот такой вот конечный результат мы имеем. Ну а теперь, собственно, как и обещал, скажу, сколько у меня ушло материала и во сколько мне данные ворота обошлись. Фурнитуру я использовал люксовую, ссылку на нее оставлю в описании под видео. На сайте Новые Ворота она сейчас как раз идет по скидке, обошлась она мне 4210. Т-образного профиля, который я там же заказывал, на мои ворота ушло 14 метров, это 2086 гривен. Также 3,5 листов профнастила, которые приблизительно стоят 700 гривен. 2-килограммовая пачка электродов и около полулитра краски. В общей сложности я полностью потратил на ворота 7000 гривен. А если вы погуглите в интернете, то поймете, что купленные ворота такого же плана, только готовые, обойдутся вам в районе 20-23 тысяч гривен. Так что экономия, как я вам и говорил, существенная. Мне ворота обошлись в 3 раза дешевле. Поэтому и вы после просмотра данного видео с легкостью сделайте себе такие же. А также у меня на канале будет еще одно видео, в котором я расскажу, как правильно устанавливать автоматику и электрику под данные откатные ворота. Поэтому все ссылки на чертежи, инструкцию, а также на ту фурнитуру и профиль, который я покупал, я оставлю в описании под видео. У кого останутся вопросы, задавайте их в комментариях. Всем хорошего настроения и удачного дня. До встречи в новых видео. Пока!